Начнем, наверное, с самого тривиального вопроса. Каковы духовные корни секса? Есть ли они вообще? Каббала относится ко всему просто, как к природе, и поэтому не надо никаких извинений, рассуждений о том, что красиво, что некрасиво. Тут нет запрещенных тем, и совершенно не важно, о чем мы сейчас говорим. Мы можем рассуждать о сексе, о детях, о каких-то больших научных проблемах, о кризисе Вселенной, о ее зарождении или об исчезновении жизни, о детских игрушках или о футболе. Но о чем бы мы ни говорили, мы имеем в виду природу. Если то или иное явление существует в природе, то мы его разбираем. Секс – это огромная, мощная движущая сила, которая заботит взрослых людей на протяжении практически всей их жизни и определяет подавляющее большинство мотивов нашего поведения. Конечно же, это очень серьезное проявление человеческого естества, и оно лежит в самой основе нашей жизни. Мы видим, что от него зависят почти все аспекты нашей жизни: культура, литература, науки, общение, само построение общества. То есть именно секс, любовь, ревность определяет, в общем-то, все. Так заранее созданная нас природой, что эти вещи самые важные. Во-первых, потому что без них не было бы продолжения жизни, а природа стремится к продолжению и развитию. Во-вторых, потому что без секса люди лишились бы огромного стимула общаться друг с другом. На этом явлении, на этом внутреннем стремлении базируется огромная надстройка в виде человеческого общества. Оно все зиждется только на этом. Я уже не говорю о семье и детях. Секс определяет всю структуру Вселенной, соотношение между полами. Но это не просто соотношение между полами. Это еще источник максимального в нашем мире наслаждения.